Ну что, ребятки, всем привет. Так, раз, два, три. Раз, раз, раз. Звук идет, пишется, отличненько. Так. Кто у нас тут залетел уже? Ужасы, приветики. Молтер, здорово. Приятного аппетита. Заглядывай. Так, ну что ж, давайте, полетели. SnowRunner. Продолжаем месить грязь. На Таймыре. Так. Так. Что-то я не вижу. Правильно, Молтер. Но у тебя, видишь, написано Молтер по никнейму. Поэтому. Так, ну погнали. Сейчас, секундочку. Думал подрубить чат, но он почему-то не работает. Пишет ошибка. Ну ладно. Не судьба, не сложилось с чатом. Очень жаль, очень жаль. Ладно, погнали. Что касается по сегодняшним задачкам. Вот. Задачка на сегодня. Мистер Кирсон. Привет. Ну, некрасиво выглядит Молтер, поэтому я Молтер. Ну, люди-то видят, как написано у тебя, и они же не знают, что ты подразумеваешь, так сказать. Они читают никнейм. Так, ну ладно, погнали. Геологоразведка, первая точка. Я взял уже, как видите, тайгу с сейсмовибратором этим. Так. Ну, погнали, в общем. Принять. Найти и просканировать первую точку. Врум-врум. Кстати, я ж подогнал сюда тайгу. Ой, вернее, не тайгу, а скаута. Скаут-яр. И вместе с ним мы отправимся. Инриэл, привет. Спасибо. Виктор Плей, привет. Спасибо за лайк. Давайте найдем эту первую точку. Где бы она ни находилась. Черт возьми. Вот так со светомузыкой и добираемся. Блин, какие вы шустрые, уже 12 лайков выгрузили. Спасибо, молодцы. Я это категорически приветствую и одобряю, спасибо. Ё-моё. Так, небольшой отвал случился.
удачи на стриме. Привет, спасибо, Колян. Спасибо, Смоки Смок. Сейчас стрим остановится. Случайно нажал пробел. Спасибо, Колян, за поддержку. Так, пока еду до карьера, можете заморочить себе освежающие напитки и булочки. Так, а музыку на донат не поменял. Да, я забыл совсем про музыку. Я хотел этот чат... О, чат, кстати, загрузился. Чекайте. Прикольно. Интересно. Давай, позже заглядывай. Я не понял, он реагирует только на админов, что ли? Сергей, привет. Так, секундочку. Да нет, на всех, смотрите. Видимо, проперделся чат. Ну погнали, прикольно. Сергей, привет, дружище. Да ё-моё, точка. Через заправочку заедем. Максим, здорово. Здорово, старичок, спасибо. Так, сейчас немножечко отредактирую тот самый чат, подниму его. О, надеюсь, не накосячу. Добавили на Donation Alerts YouTube, ну, вернее, возможность добавить чат ютубовский, но он какой-то багованный. Тянет, работает, чекать. Рони, привет. Хай. Как оно? Так, чё, Яр, меня подполкнешь немного? По-братски. Айрис, привет, спасибо. Спасибо. Лайк в копилочку. Принял, спасибо, дружище. О, Пабгер, здорово. Ну давай, тайга, вылазь уже.
Видимо, это оборудование, оно дико тяжелое. Хотя на прошлом стриме находил движок для тайги, как раз я поставил движок мощнее, но все равно. Чего подвеску найти? Все верно, место встречи изменить нельзя, кстати. Хорошо, что есть возможность хоть где-то встретиться вместе. Так, сейчас, секундочку. Забираем наших бойцов. Согласен. На ютубчике, как говорится, ютуб объединяет людей. Живем, так сказать, в разных концах России, а может даже и мира. А ютуб сближает, делает нас, так сказать, ближе друг к другу. Это круто, это круто. Согласен полностью. YouTube, так сказать, сжимает наш мир до, ну, до такого маленького состояния, расстояния, что вот рукой подать. Образное выражение. И все эти тысячи километров не имеют никакого значения. Это круто. Я думаю, в будущем платформа будет развиваться и как-то будет, наверное, еще лучше. Карли, приветики, спасибо. Спасибо за отличное настроение. Вам тоже хорошее настроение. Так, мы приехали на какой-то КПП. А, это проход уже. Саглы, это как другая страна, можно сказать. Вне времени и пространства. Здесь свои правила, свои законы. Так точно. Карьер. Да, я смотрел первому игроку приготовиться про... Напомни-ка про виртуальную реальность. Смотрел. Ну, прикольная тема. Но, как говорится, тоже в меру. В меру нужно как бы, ну, не смешивать реальность и виртуальную реальность. Так, стоп, мы ж тут не были. Или были? Я появлялся здесь, теперь я появился здесь. Как мило. Да-да-да, оазис. Да-да-да. Не, ну кто знает, может разработчики придумают такую тему.
Ну или не взять на YouTube, может быть, что-нибудь игросферы, так сказать, придумают, что-то подобное. Так, ладно. О, кстати, 573 метра найти и просканировать первую точку. Найс. Так, как обычно я ночью играю. Отлично. В потемках сейчас буду искать. Так, 550 метров. 500 налево или направо? Так, может есть какие-то указания? Исследования показали, что к западу находится большое месторождение нефти. Чтобы проверить эти данные, нужно использовать сейсмовибратор неподалеку от карьера. Так, вот карьер. Возможно, здесь. Так, запад. Так, север, юг, запад. Не вижу этого плато. Ладно, погнали туда сначала по дороге. Вадим, привет. Здорово, дружище, спасибо, что заглянул, поставил лайк и написал свой пресный комментарий. Обожаю тебя. Так, 400 метров. Ну, по поводу виртуальной реальности было бы круто, но вообще попробовать это в реале, в жизни, так сказать. То есть, ну, полное погружение, чтобы прямо разум погрузился, а не то, что сейчас предлагается очки, ну, шлем очки. Плейфлу, спасибо. Спасибо за лайк на Соляру. 425 метров. Ясно, опять пеньки атакуют меня. Ё-моё, а это что? Кто тут накосячил? Так. Расчистка дороги. Старая радиовышка упала и перегородила дорогу. Чтобы убрать обломки, потребуется специальное оборудование. Поможете доставить его на место? Ну серьезно? Какое еще специальное оборудование? Ну дают 600 опыта, кстати. Блин. Так. То есть хотите сказать, не... я жду... А, мне надо объехать. Так, пишет Вадик, ладно, пока через минут 10 вернусь. Ну тогда надо и говорить не пока, а до свидания или до встречи. Давай, давай. Так. Где же нам объехать? Попробуем как раз... А, вот с левой стороны дорога есть. Ну как дорога? Направление. Тыкворез, привет. Привет. Спасибо. 500 метров. Блин, мы отдаляемся.
Место кринжовое. Туман, развалины, грязь. Так, что-то я как-то удаляюсь. 549, 550. М. Так, время помощи. Ай, блин, я же нахожусь на этом, на тайге. Так. Блин, а где может быть? Не могу сориентироваться. Налево, что ли, ехать? Так, вроде правильное направление. 450. Так, возможно, сюда. Так, 500 метров. Ну, как вариант. Можно... Угу. Сейчас, секундочку, все-таки я себе отмечу. Триста. Надо искать подвеску. Короче, сейчас сделаем задачку. Я сяду на скаут и покатаюсь по вышкам, посмотрим, может где-то подвесочка есть. То эти камни, они такие сверхтоксичные. Так, 200 метров. Сюда, что ли? У меня от этого тумана начинает греться видюха. Прямо жестко. Ты прямо чувствуешь жар из печи. Что, Молтер покушал?
Закинул вся топливо. Теперь готов. Опаньки. Есть контакт. Ну, почти. Буровая с левой стороны. 133. 28. Сейчас мы тебя найдем. А, это только первая точка. Это только первая точка. Она где-то очень близко. Очень. Friends Let's Play. Олег, привет, спасибо. Спасибо. Где-то эта точка здесь. Я прямо чувствую ее. Как говорится, I can feel you. I can smell you. — 60 метров. Короче, мы ее нашли, она здесь уже. 20 метров. Нет, направо. А, нет. Что такое? Здесь? Похоже, здесь. Бас-буст. 24 левел. Оуе. Так, жаль. У меня в группе нет таких водителей, как вы. Вот ваша плата. 4600 есть и 740. Найс. Спасибо. Так, а ты через Streamlabs OBS? Через просто OBS-ку. Обычная OBS-ка. Я не знаю. Просто OBS-ка, которая дает картинку. Захватывает, так сказать, и отдает вам через YouTube. Так, что дальше? Что дальше? Ух ты, какие названия. Триангуляция, ё-моё. 1,5 косаря. Так, ну давайте по поводу триангуляции попозже, наверное. Давайте покатаем, разведаем местность. Надо еще открыть вторую вышку. То есть, 3 вышки должна открыть. Откопать. Три вышки. Еще будет этот проезд бы открыть. В идеале. Так, давайте чекать, что там по этому проезду. Старая радиовышка упала и перегородила дорогу. Чтобы убрать обломки, потребуется... доставить к упавшей вышке металлические балки. 2 единицы аж. Но, блин, они издеваются. Так. У меня даже нет грузовика второго. Я просто слышал, что Streamlabs OBS стоп. Ну, блин, я не знаю. Я не пробовал вот этот вариант, как ты говоришь. Сел сел на эту OBS-ку и как бы, вроде нормально. Вроде не пукаю. Так. Что-то мне неохота ворона гнать сюда, у этого Воронграда. А видимо придется. Видимо придется. Но позже. В начале вышки. Так, первая вышка как раз у нас с левой стороны. Хотя на тайге можно доехать. Чё? Что я так? Сейчас мы на тайге разведаем. Если не перевернусь. Спасибо, Вадим, что вернулся. Я в тебя верил. И ты не подвел.
Да блин, эти опять... А, эти камни. А. Я прям конкретно сел. Так. Давай. Понятно. Так, а что если... Да, так лучше. Крутые ламповые стримы, спасибо. Но мне бы хотелось как-то еще бы, так сказать, сделать стрим более ламповым и крутым. Мне кажется, нужно уделить внимание качеству картинки. И в скором времени, возможно, появится камера. Но это уже когда я перешагну через порог 1000 подписчиков, тогда уже сделаю еще камеру. И тогда будет прямо по красоте. Так, что есть? Так, что тут есть? Пробы нефти, топ-задача. Незаконное подключение. Кстати, прикольные задачки. Окей. Теперь яр. Так, но все-таки проезд нужно сделать. Так. Будто бы здесь можно подняться, да, гайс? Так, один здесь, одна здесь вышка и вторая здесь. А, еще, ё-моё, сколько их, а? Было бы круто, если бы было бы еще больше видео. Еще больше видео. Ну да, это было бы круто, но на это нужно же время. Пока что это же просто как хобби. У меня просто стримы. Ну, да. Не, ну я периодически делаю видосы, но нужны темы какие-нибудь интересные. Не, ну почему нет? Мне нравится такой формат стримы. Ну, прохождение игры, стрим. Почему бы нет?
Не, ну видишь, каждому, как говорится, свое. Кому-то нравится делать видосики, монтировать их. Кому-то нравится стримить. Ну, каждый волен, как говорится, делать то, что ему нравится. Вадим, стрим примерно идет, ну, 2 часа, 2:30. Зависит от объема, ну, от зависимости от игры. То есть такая большая жирная игра, ну, больше 100 часов, то, соответственно, 2:30. Если это какая-нибудь маленькая, по типу, ну, часов 30, то, ну, 1,5 часа, наверное. Да, вот видишь, стрим это круто. Тут есть живое общение, можно пообщаться. Как говорится, пообщаться со стримером, дать ему совет, подсказать. Так, я проехал. Стрим это же круто, это интерактив. То есть зрители тоже вовлечены в этот процесс. Спасибо, Вадим, спасибо. Спасибо, дружище. Так, ладно. Ну что ж. Пожалуйста, только не переворачивайся. Так, еще одна вышка. Жаль, но я еще очень неопытный и не могу давать советы. Ну, как говорится, это не страшно, все придет. Все придет. Так, кстати, улучшение. Так, опять тем же способом вниз, что ли? В принципе, мне нравятся такие игры, как у тебя. Вот я, например, на Дракена подписан и смотрю его. У него тоже много игр по автомобилям. Ну, круто же. Как говорится, хорошо, когда есть выбор, есть с чего выбрать. А то представьте, как было бы скучно, если бы все стримили GTA Online или какой-нибудь CSGO. Так, здесь я не проехал, да? Хотя, может быть, он сможет? О, фух. Кстати, сзади похож на Геленваген. Я вот только сейчас заметил. У них, по-моему, есть такая версия шестиколесная.
Все стримят Майнкрафт. Ну блин. Я не стримлю. Ну потому что это не моя тема, наверное. Так, подвеска. Ту-166. Ту-166. Это что? Туз. Туз. Это скаут, что ли? Не, согласен полностью. Сзади... Сзади есть, да. Что-то похожее, но для УАЗика он слишком широк. То есть жопка слишком широка, она у УАЗика поуже. Но фары, да. Да, очень похоже. Так, ну что, надо следующую вышку открыть. Где она? Вернее, две. Две вышки. Блин, карта так там не маленькая. И на АЗС, на АЗС-ку бы заехать еще. Опаньки. Ты кто такой? Стоп. Кто это, а, гайс? Так, я скачал эту игру, и она мне понравилась. Шестиколесный гелик был, но только несколько экземпляров. Ну, я где-то видел в журнале, наверное. Да даже, по-моему, на видео где-то. А, даже в Топ Гире, по-моему, показывали шестиколесный гелик. Они, по-моему, на нем ездили по Эмиратам, что ли? По барханам. Читаю ли я журнал «За рулем»? Нет, дружище, я не читаю. Раньше, когда он был бумажный, то читал. А сейчас нет. А, во, кстати, гайс. Что за хрень? Кто ты? Поясни. Так, ладно. Так, я смотрел Топ Гир давно, еще в 9-м году. Не, ну я смотрю все серии. Все серии, ну, смотрел все серии Топ Гира, пока ведущие не ушли. И, собственно говоря, из Топ Гира, и пока они не начали снимать свое собственное шоу, ну, вместе с Амазоном, по-моему. Гранд Тур. Теперь мое сердце принадлежит Гранд Туру. Так, машина из поисково-спасательной группы осталась без топлива и встала недалеко от побережья. Нужно ее заправить. И все? Заправить только? Так, и какая-то? А, ну ясно. Так, журнал «За рулем» сейчас бумажный, у меня батя каждый месяц покупает. А, ну видишь. Я батянс, любитель, автолюбитель.
Так, заправим. Нет, я уже не читаю давно. Ну, может быть, в интернете когда-нибудь загляну на автостраничку. Что-нибудь интересное чекнуть. Сколько именно на топливо? О! Стоп. 350 литров. О, ты меня понимаешь. Это реально. Гранд Тур просто one love. Но его, блин, из-за пандемии, видимо, перенесли. Ну, вернее, этот сезон. Он должен был выйти весной. Ну, там, следующая серия, вернее. Но так все и затянулось. Так, теперь нужно найти заправку. Есть проезд? И это плашка? Мне бы на эту дорогу попасть. Да, да, из-за короны все перенесли. Все фильмы, все премьеры. Смотреть нечего. Но они, конечно, там отжигают постоянно. Во всех своих эпизодах. Прямо молодцы. Старички дают жару в каждом выпуске. Так, а ты играешь в телефонные игры? Вадим, нет, нет. Телефонные нет. Ну, единственное, на планшете там игра есть Викинги. Перед сном захожу. Я хотел в этом году сходить на концерт «Пикник», но пандемия. Эх, блин, старичок, как я тебя понимаю. «Пикник» — это сила. Они приезжали к нам в Пермь, кстати. Ну, давно-давно. Когда у нас еще были фестивали в Перми. В году 12-м приезжали. Или в 13-м. Да, было кайфово. Потом я все собирался на нашествие сгонять. Но так и не собрался. Так, мне смотреть нечего, мне делать нечего. Ну смотри стримы мои. Старичок, мне всего 15 лет. Ну блин, для меня все старички. Ну это такое, знаешь, по-приятельски, по-приятельски. Я всех называю старичками. Братишка, старичок, ну ё-моё, ну что ты, не придирайся. Так. Теперь обратно. Так, стоп. 120. Блин, так мне не хватит. Надо канистру найти где-то. Ну, вернее, цистерну.
Петрозаводск он ездит каждый год. Ну, к нам вроде тоже они каждый год ездят. Ну, блин, охота какой-нибудь фестиваль под открытым небом посетить. Это самое офигенное. Александр, привет. Спасибо. Спасибо за твой лайк, за твое присутствие. Сейчас мы спасем 96-320 и дальше откроем вышечки и потом уже по заданию. Так, и где я заехал? То есть выехал. Интересно, нам отдадут этот грузовичок? Фестиваль под открытым небом — это класс. Вот у нас раньше в Петрозаводске был фестиваль «Воздух», но его закрыли в 2018 году. Так вот и у нас тоже был фестиваль. Блин, я не помню, как он уже назывался. Крылья, что нет, не крылья. Он был вроде бы как Старый Мельник. Ну, в связи с тем, что спонсорами было пиво Старый Мельник, то он назывался Старый Мельник. Ну, короче, тоже офигенский фестиваль был на аэродроме. Но потом туда пришли застройщики. Типа захотели строить свои элитные человейники. И, в общем-то, фестиваль этот перенесли в какие-то ебеня. Не в 18-м, а в 12-м году. Так, ну что, заправим? Канал 55, привет. Спасибо. Охренеть, они отдали нам его. Прекрасно, нет ничего хуже, чем заглохший двигатель, когда тебя ждет важная работа. Спасибо огромное. Круто. Считайте, дали мне денег, дали опыта, и еще им не подогнали бесплатный вездеход. Халява! Так, ну что, ладно. Ладно, надо испытать. А я-то думал, на чем мне гонять? Такой он уродливый. Так, ну у него, кстати, полный привод, дифференциал.
Но стоковая резина. Блин, он еще такой приплюснутый и низкий. Мне это не нравится. Поздравляю, у тебя 25 лайков. Серьезно? Капец вы. Жестите сегодня прямо. Так, что по кабине? В кабине супер олдскульно. Кстати, здесь все по-русски. Нагреватель топлива. Свеча. Сиденья такие ужасные и неудобные. У меня прям уже спина заболела от них. Ну, при виде этого сидения. Весла на дверях. Блин, офигенно. Такая олдскульная подсветка зеленая. У нас был УАЗик буханка. Там точно такая же была подсветка. Потертости. Блин. Не, конечно, художники молодцы, спасибо им. Постарались. Ладно, я опять немного залип. Так, ну чё? Ладно, пока мы оставим этого здоровяка. Че, мне с этой телегой ехать или оставить? Так, и багажник. Привет. Привет, Пабгер, спасибо. Так, у нас такие ужасные сиденья. В папиной Ниве. А, с работы. Ну, блин, да, там. Долго в них не проедешь, в этих Нивах. В нашем автовазе, короче, долго не покатаешься. Эргономика, как говорится, 0. Ну, максимум, может, 2 часа откатаешься. Более-менее, потом у тебя все заболит. Так, где наша вышка? У меня была 4, и я ее проклинал просто. Просто проклинал. 2 часа, и у тебя спина просто отваливается. Блин, как далеко ехать. Надеюсь, вы не против таких поездок. Но карту нужно открыть стопудово. Надо улучшение найти. Так, видимо, лаги. Видимо, лагает этот сервис. Не может, тысячи стримеров подключены. Да, прикинь, сейчас все стримят. Ну, по всему миру. Поэтому, наверное, есть проблемы. Как и у всех сервисов, связанные с загрузками, с операторами. С проблемами на линии. Короче. Проблемы есть везде.
Ну все, значит, пойдешь по грибы выходные. Ну или когда у тебя будет свободное время. Сядете с батьком в Ниву. И за грибами. Было бы круто, конечно, вот на таком агрегате, а? За грибами. На дутыше таком, а? Сколько бы туда грибов загрузили. Как у меня дела? Да потихоньку, видишь. Катаем, сидим, болтаем с ребятами. Нормально. Так. Какие-то камни. Вроде дорога здесь. Я, кстати, снял... Снял прожектор. Так, стоп. Даже не вздумай переворачиваться, я тебя просто убью. Снял прожектор, кстати. Сейчас не светит так. Не засвечивает. А, у вас Ларгус. Ну, значит, на Ларгусе поедете за грибочками. Я как-то неправильно еду. Ларгус как внедорожник. Типа универсал, что ли, Ларгус? Подожди. Ларгус. Типа универсал, да, такого? Он повыше обычной версии. Ну, я, кстати, ничего не могу сказать по поводу Ларгуса, поэтому не встречал, ну, никак не сталкивался, не ездил даже ни разу. Какие-то жуткие дебри заехал. Блин, елки-иголки не пускают меня. Так, ну раз это внедорожная версия, там, наверное, у него типа эти пластиковые молдинги на крыльях есть. Я понял примерно, как он выглядит даже. Наверное, я видел его. Наконец-то доехали. Наконец... О, и улучшение. Тут речка. Прикольно.
Так, здесь какое-то судно. Здесь какая-то гора. Стопудово тут улучшение еще здесь есть. Скрытое. Так, ну окей. О, кстати. Вышка, улучшение. Все по плану. Сейчас мы только выкатимся назад. Выкатимся назад и через улучшение проедем. И можно будет уже точно приступать к выполнению задач. Надеюсь, это проеду. Так, хотите я расскажу, почему у меня ужасные дела? Ну да, расскажи, Пабгер, конечно. Пластиковые молдинги есть, они там придают особый шарм и красоту. Я понял, примерно. У нас, кстати, стоит во дворе ладка, снова простой. Обычная версия. Внедорожную я тоже где-то видел. Не помню где. Давай, папки, рассказывай, что у тебя там случилось. Может, не так все критично. Так, ну что? Вроде дорога есть. Сейчас мы пониженную подключим. Почему я днем-то не еду здесь, а? 2 ночи. Так, подвеска, кстати. На Дон 71. Дон 71 это что? Тоже скал. Я понял, это на ГА-69, по-моему. Капец, тут жуткая грязюка, а? Так. Блин, ну почему? Я хочу днем увидеть местные красоты. Сообщение удалено. Что-то Найтбот жестит. Похоже, он капс не любит. Кстати, за что Найтбот наказывает у тебя? Ну он вот, видишь, за капс удалил сообщение. Больше, по-моему, ни за что. Даже матом можно ругаться, по-моему. Без проблем. Но там какие-то есть свои механизмы, конечно, ограничения. Я детально не разбирался. То есть дополнительные слова какие-то я не вписывал.
Так, стопэ. А, все правильно. Все правильно. Интересно, смогу протиснуться сквозь елочки? Пустите. Я прям вижу, что я смогу проехать, но я не чувствую. Очень плотно. Блин, а объезжать капец долго. Кстати, сколько у тебя уже просмотров на канале? Ну, теперь не часов. Сколько часов? Блин, я тебе сейчас точно не скажу. Блин, елки, они не пускают меня. Короче, я не проеду. Чё и застрял. Хотя, может, она сломается? О, она ломается. Стоп. Ни черта я не вижу. Хотя вроде реально, кстати, гайс. Дискиваюсь. Есть. Так, сейчас, секунду. Я Молтер не подскажу тебе сколько. Я честно, вроде сегодня смотрел, но точно цифру уже не помню. Как-то на часах не акцентировал внимание. Так. Ё-моё. Так, ну все, вроде открыли, гайс. Все открыто, можно приступать к основной сдаче. Так, а основная задача, прежде чем я к ней приступлю, извините меня, конечно же, но нужно почистить эту дорогу. Так, сейчас, секундочку, PUBG написал. Так, вот я такой играю в стендов. Но тут у меня мама говорит, что я поеду в гости к тете Оле и к дяде Коле в Воронеж. Так, еще с двумя некультурных старших мальчиков они меня поставляют и отбирают мой телефон. Ну, блин, это не, я бы сказал, не супер проблема. А, блин, опять эти камни, а. Да что с этой телегой не так? Короче, пока, раз мама тебе сказала, нужно Воронеж, значит нужно Воронеж. Маме, как говорится, виднее. Короче, ясно. Полностью стоковый автомобиль, ни шин, ни движка,
ни коробки. Я не вообще ничего не сделаю. Пока забудем. Так, тогда что, блин? Надо где-то мне найти тачку. Тачку. Хотя... Контент. ТП-хэнси. Кстати, у тебя есть пользовательская ссылка канала по типу Молтер? Ссылка канала? По-моему, нет. Так, кстати, движок. Коробочка. Уф, капец нажрет. Так, ну конечно, шины стоковые. Подвеска серийная, даже не поднять его. Не-не-не, у меня еще нет неизмененный URL, то есть нет такого конкретного названия моего. Так, что можно поставить на него? Кран, платформу, седло. Можно сделать, когда достигнешь 100 сабов. Я как-то, блин, не заморачивался, кстати. По поводу этой ссылки. Индивидуальной. Может, когда-нибудь потом? Как говорится, руки дойдут. Так, ну-ка, что у нас с покраской? Все цвета стандартные. Мне больше тянет на оранжевый или желтый. Роман, приветик. Какой страшный автомобиль. Чё он такой страшный, а? Я лучше в кабине поеду. Пока что. Роман Вагин спрашивает, как тебя звать, стример? Меня зовут Денис.
Да, через собаку, гайс. Это конкретно вопрос стримеру. Пишешь, ставишь собаку, потом никнейм и пишешь свое сообщение. Тогда сообщение выделяется, и, ну, и оно становится более заметным. Блин, ё-моё, засмотрелся на чат. Это же вторая часть игры. Ну, я бы сказал, даже третья, наверное, версия этой игры. Вначале был Spin Tires, потом Mad Runner и сейчас уже Snow Runner. Да что такое-то, почему? Да, в жопу. Металлические балки, кстати. Можно зацепить здесь. Давай, Вадим, возвращайся, ждем. Я играл в первую, там мне нравилось кататься на УАЗике. Ну, Spin Tires, это, так сказать, была проба пера. Они обкатывали свою технологию, Хавок. Когда же они ее обкатали, появилась Mad Runner. Более детально проработана. Потому что Spin Tires было похоже больше на тест, чем на игру. Что с колесом. А вот Snow Runner это уже, можно сказать, полноценная игра с их технологией. Давай, Молтер. Спасибо, что посидел. Будет круто, если зайдешь. Вновь. Короче, телега страшная, но, блин, она вроде едет. Так его колбасит. Зачем мне сделать такую дикую длинную раму? Да-да-да, вот видишь, Сергей правильно говорит, она была демкой, демо-версией. Отрабатывали технологии, блять. Нет, у меня инстаграма нету.
Короче, эту технику, этот аддон, этот трак обделили, обделили все, можно сказать, и красотой, и скоростью, но проходимости ему дали все-таки. Ну и баки дали. На 350 литров уже хорошо. Так, стоп, не проехать. А, ну сейчас все прямо. У него какая интересная конструкция у него. Получается, это коробка. А, двигатель у него вверху находится. И через коленчатый вал у него передается вниз. Ну, такое себе решение, конечно. Я постарался как-то более ограничить себя от соцсетей. То есть у меня есть контакт, есть Телеграм. Инстаграм я пока не планирую заводить. Когда ведут лесозаготовку, будет интересно посмотреть. Да, да, кстати. Согласен. Так, теперь нужны балки. Балки. Не понял. Это что, шутка какая-то? Понятно, поиграли. Тут балок-то нет. Тут только лесопилка, оказывается. Прицеп. Да, круто. Круто, я попал. Получается, только с этого склада можно зацепить. Вот балбес. Круто, я попал на ТВ. Я балбес. Не посмотрел на карту. И попал. Косяк. Косяк за мной. Еще как назло выбрал самую быструю технику. Ну, в кавычках. Короче, этот Дон, так называемый Дон,
Нужен, чтобы страдать, наверное. Так, наверное, здесь, да? Можно срезать. Так, а здесь можно где-то взять прицеп? Если только вот эту брошенку взять. Угу. Хорошо, что я его не продал, и, ну, вернее, не поднял и не продал. Сейчас я его подниму, цепану и привезу. Альфа, привет. Спасибо. Спасибо за твой визит. Спасибо за поддержку, кстати. Ты же знаешь, это бесценно. Да я поворачивал. У него, короче, проблемы с управлением. Я прямо с категорической яростью нажимаю на кнопку, он не поворачивает. Такое ощущение, что нету гидроусилителя руля. Мой ник в Дискорде организм. Ну, там, наверное, ты не сможешь найти, там надо все равно эти цифры вводить. Кажется, решетка 1838, но это не точно. Так. Теперь надо как-то выручить этот прицеп. Дернуть его жестко. Иди сюда. Иди сюда. Благо мощи и силы нам не занимать. Не, тянет, конечно, он будет здоров. Мистер Ван Дан. Так, ну теперь склад. Ага. Давай, покажи мне свою благую мощь. Так, ну что, тяга хорошая. А управление тугое.
Ну все, в бой. Как говорится, ни шагу назад. Кстати, морда крепкая. Ну, не то, что морда крепкая, наверное, то, что движок находится вверху, поэтому движок и не ломается после таких встреч с препятствиями. Тоже плюс. Правда, я в Discord этот редко захожу. Ну, когда с ребятами играем в танки, то захожу. Мне нужна скорость. Да, скоростью тебя не наградила природа. Сколько мы едем? 20 км. Ну это горку. Но я уверен, он больше 40 не едет. Даже с горки не едет. 20 км. Да, беда. Есть контакт. Так, ну что. Сейчас, ребят, еще немножко осталось помаяться на этом аппарате. Еще совсем немножко. Движок, кстати, звучит тоже ужасно. Мне не нравится он. Не одобряю. Управление позорное.
Внешне выглядит ужасно. Так, ладно. Привезли мы. Привезли мы эти балки. Так, спасибо вам. Приступаем к расчистке. 5500 получил и 600. Опыта есть. Найс. Так, что нам делать-то с тобой, а? Пока оставим здесь. Давайте по задачам. Так сказать, к основным задачам. Здесь у нас нет. Так, здесь. Так. Или все-таки может по мастерской? Запчасти для машин. А где они есть? Да ё-моё, в болото, серьезно. Только не на этом. Так, ладно, пока не на нем. Давайте тогда. Ремонт скважины. Требуется сейсмовибратор. Вначале нужно что-то просканировать, что ли? Найти и просканировать триангуляционную точку. За это дают 1500 и десятку денег. Как и ожидалось, сканирование подтвердило, что мы движемся в верном направлении. Теперь нужно найти и просканировать еще 2 триангуляционные точки. Угу. Так, а точно все. В мастерскую, по идее, но мне так неохота в болото ехать. Да, это беда просто. Ладно. Давайте с этим займемся. Разберемся с заданием. Только надо найти теперь нашу тайгу. Так, 700 метров. Найти и просканировать. Вопрос только где их искать. 700 метров. Чё бы заправиться? Короче, самый топовый вездеход это вот тайга. Правда, он не едет почему-то. Что такое? Выглядит просто на 10 баллов. Едет на 10 баллов. Так, кстати, мы отдаляемся 800 метров. Что-то не то. Возможно, это где-то здесь. Так, сейчас обратно спущусь. Так, я Ники тег напишу завтра. Хорошо. Сегодня будем заниматься только геолоразведкой. Да. Кстати, подвеску так я и не нашел. Так, 600 метров. 630 метров.
Так, и что? Ах ты, ё-моё, тут поворот был налево. Хотя... Я бы смог встретиться со скаутом. Может, здесь где-нибудь есть топлячок? Да, вот. Капец, мне глаз алмаз. Так, плюс копилочку 30. Хорошечно. Так. Может, там ничего есть полезное? Спустимся на воду, посмотрим, может там где-то точка. Ё-моё. Провальчик. Не заметил. Ну, вернее, его даже не было видно. Типа в траве же был.
370. Я очень близко. Я уже чувствую тебя. Десятка за заказ. По-моему, самый жирный контракт. $315. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут даже зацепиться не за что. Так, интересно. $308 нет, направо. Короче, где-то на берегу. 200 метров. 200, 200, 200. Где им здесь? 238. Да, наверное. Опаньки. Какой-то утопленник. Ясно, где-то здесь. Гадалки не хотим. Капец, тут, конечно, грязюка адская. Жесть. В смысле? Тут есть вообще дорога? О, спокойной ночи, дружище. Давай. До встречи. Давайте я аккуратненько здесь поеду. Тихонечко через лесочки. Опаньки. Блин. Не проехать. Сколько дают? 450, офигеть. Группа подростков решила провести вечер за городом. Не знаю, о чем они думают, но у них кончился бензин и не бросили машину посреди дороги. Надо ее забрать и отбуксировать на станцию обслуживания. В следующий раз, когда-нибудь. Мысли посреди дороги, она в воде, блять. Так. $80 метров. Эй, 90. Смысл? Мы уезжаем. Так, чтобы не перевернуться. Спасать некому нас. Мистер Тайга. Так, 86. Смысл? В болотах, что ли? Да в смысле 95? Налево?
Весь проезд. Блин, пусть это будет здесь. Короче, ясно, не надо как-то на ту дорогу попасть. А, во. Двадцать пять, 20. Где-то здесь. Ну уже, пищи. 18. Да ё-моё. Дурацкий шум. Пятнадцать. Да. Все-таки где-то здесь. Где-то здесь. 24. Да ё-моё, я все время отдаляюсь. Что за фигня? Это аномальная точка, будто перемещается. 29, 24, 20, 18, 15, 5, 17. Короче, она где-то здесь, с правой стороны. Да. Просто метр нужно вот ехать от дороги. И базбуст. Так, ну что, теперь 1000 метров нужно. 1000 метров. Вопрос. В какую сторону? Так, 300. Найти и просканировать точку. Ясно. Короче, надо в ту степь. Да. Нелегка работенка, да, гайс? Так, тут можно как раз на заправочную станцию доехать. Кстати, я думал, встречу на Таймыре медведя. Ну, как на Мичигане я встретил волк. А здесь думал, встречу медведя, но пока что нет. Не сбылось. Хоть совушка есть. Так, я опять не туда еду, что ли? Да ё-моё, ну что такое, а? Ночью я такой невнимательный, рассеян.
Привет, Чебуросток. Спасибо, что здесь. Спасибо, что серфишь просторы Ютуба. Ну, кстати, спасибо за 28-й. Это круто. Сегодня прям рекорд насыпали по лайкам. Спасибо. Ну, по лайкам за стрим. Да, ночное вождение, но, знаете, успокаивает. Ну и в то же время заставляет держать себя в тонусе, ну, концентрироваться, так сказать, на всем. Правда, в моем случае иногда это подводит меня. Так. Заправка. Не, ну, кстати, когда я за рулем, ну, реально, в ночное время, то я супер прямо концентрированный. Прямо в оба глаза держу. Фух. Небольшой перекур. Так, 400 метров осталось. Так, и где же это может быть? Где же это может быть? Может, где-то здесь? Очень похоже, что здесь. Ну, тут вариант один. По этой дороге. Здесь. Посмотрим по обстоятельствам. Быть может, если здесь, поднимемся туда через этот холмик. Спасибо за пожелание. Но опять же, низкая подвеска на тайге, с одной стороны, хорошо, потому что он устойчив. То есть я не переживаю, что он перевернется. Возможно, с высокой подвеской он был бы не такой приятный в управлении. Так, 280, 270, 275, 271.
Так, здесь 74. Так, мы удаляемся, значит налево все-таки. Значит, мои предположения оказались верными. Так, надо подняться. Ща опять запиликает. Приготовьте ваши уши. О, кстати, канистра. Очень удобно. Так, стой. Так, стоп. Возможно, где-то здесь. Мэд Макс, привет, спасибо. Задание? Ну такое, да. Не из легких. Не просто довести из одной точки в другую. Нужно повозиться с этим сейсмовибратором. Западная вышка в попе мира. Эх, ладно, сейчас найдем. Ну, вернее, найдем. 150. Так, счетчик замер. Удаляемся. Так, ну я понял, значит надо вниз. Верно. Секунду. Так. Не показывать, нет, не траш. Опаньки, есть. Связь. Вчера делал, чтобы БТР взять. Окей. И пропало. Значит, и у меня скоро будет БТР. 140 нет. Короче, спустимся. Секунду. 140 метров. Возможно, где-то здесь. Либо здесь. Сейчас самое главное не убиться. Или на чертовом камне не застрять. Хотя лебедка есть. Так, 80 лет. Блин, тут еще эти везде пеньки, ё-моё. Душное место. Ай. Черные лесорубы, видимо, постарались. Негодяи. Так, 20 метров. Все. Чекайте, короче, где-то точка находится, гайс. Это здесь. Давай. Бас-буст. Ого. Сразу 25 левел.
Живем. Так, Роман, давай спокойной ночи. Спасибо, что посидел со мной. Мне было очень приятно. Спасибо. Так, после обработки этих данных мы определим место для бурения следующей скважины. И тогда снова обратимся к вам за помощью. 1500 опыта. Идею 950. Найс. Принимаем. Так, и что это нам дает? Что это нам дает по задачам? А, у нас открывается задача. Зимний Горск. Зимний Горск. Что еще? Пополнение мастерской. И? А, еще одна геологоразведка. Что? Альфа, бета, гамма. Интересно. А, ремонт скважин еще есть. Тоже геологоразведка. Серьезно? Так, доставить к старым шахтам овраг. А, это во враге. 580. 260. 800. Ну это, короче, это ставим туда на следующий стрим. Зимний Горск. Так, а что сейчас поделать? Это же задача была. Задача. Нет. А, вот. Давайте тогда вот эту сделаем задачку. На станции обслуживания. Ну, вернее, начнем ее делать. Не знаю, смогу ли я сегодня закончить его. На станции обслуживания. На станции обслуживания уже можно заправляться. Теперь пора наладить работу мастерской, чтобы организовать ремонт автомобилей. Кстати, полезная тема. Только нужны запчасти для машин 3 штуки. Так, и это мне придется ехать в болото. Так. Так. Ну, что ж. В болото так болото. Езжай за БТР. Езжай, говорит, за БТР. Блин, Макс, давай тогда за БТР мы сгоняем на скауте. На скауте. Данила, привет. Спасибо, что заглянул на наш томный стрим. Не, давай, дружище, по поводу БТРа на следующий стрим его оставим, БТРчик. А на этом мы... На этом стриме мы по карьеру гоняем. А на следующем стриме уже можно будет... Ну, если напомните, сгоняем за БТРчик. Тем более я уже скоро буду заканчивать. Если смогу развернуться когда-нибудь на этом чудовище. На БТР, за БТР надо, я так понимаю, в район оврага ехать. Короче, жуткое управление. Тут реально не хватает гидроусилителя на нем. Мне нужен гидрач. Так, стоп. Еще раз. Посмотрим все-таки, куда мне придется ехать.
Фу. Слава богу, запасные части есть. Короче, никогда не берите этот. Ну, вернее, вы можете сделать задание для, заправить его, но не пользуйтесь этим доном. Как он называется правильно? Дон 96320, даже дан. Никогда не используйте его. Убогий автомобиль, внедорожник, как он там называется, тягач. Скорости нет, не управляется. Выглядит супер стрёмно. Вот такое. Я его осуждаю. Сейчас сделаем, ребятки, последнюю миссию вот эту и закончим. То уже 2 часа и 20 минут сижу. Так что давайте, ребятки, Mad Max на следующем стриме. Встречаемся и едем за БТР. Так, стоп. Все правильно. Серега, спасибо, что посидел. Давай, спокойной ночи. Вы там по очереди, что ли, подменяете друг друга? Так, С. Запасные части для машин. 3 единицы. Раз, два. Так. 3. Так, как дела? Как дела, говорит? Смог. Отлично. Отлично. Сделали задачу на 1500 опыта. Нашли обе точки. Сейчас вот доставляю запчасти для машин и будем заканчивать, ребятки. Время позднее, уже все отправляются ко сну. Тоже катали?
Ну почему же ты же отметился и в самом начале стрима? Почему не прохожу в кооперативе? Ну, мне как-то нравится больше соло катать. В кооперативе нужно с кем-то договариваться. Так сказать, по времени, чтобы было удобно человеку, было удобно мне. Ну и плюс у меня игра-то, она, как бы сказать, она куплена в торрент-магазине, поэтому не поддерживает возможность игры в кооперативе. Это самый медленный автомобиль в этой игре, наверное. Даже тягачи на Аляске то были быстрее. Ну, тот же Пацифик. Я думал, что он супер медленный. Это Дон или Дан. По-моему, самый медленный. Его даже, наверное, обгонит трактор Беларусь. Ну, по скорости. Да даже я его обгоню пешком. Ну, если буду идти быстрым шагом. Да, и заводится он супер долго, как будто там виба состоит какой-то. Смотрел прохождение SnowRunner у другого стримера. В кооперативе очень много багов. Очень много багов. Даже после, ну, всех обновлений. А, ну да, у них же, раз говоришь кооператив, значит, у них все равно обновления приходят. А можешь сказать, ну, какие детально баги, ну, которые прямо врезались, так сказать, были отчетливо видны, были, так сказать, на поверхности? Сюда. Сюда. Я пока что не встречаю багов. Ну, вернее, после пропатчивания версии до 6.0, так сказать. Вроде бы пока все норм. А, хотя вот же сидит Колян, Смоки Смок. Так, бывает, через мост провалиться можно, также вылетает часто. Ну, я тоже провалился через мост, но это был когда релизная версия, то есть потом был патч, они исправили это. То есть я тоже провалился. Так, часто происходит вылет при запуске маленького видео. А, понял. То есть после выполнения квестов. То есть вылет из игры, да? Ну вот видите, какие неприятные сюрпризы были бы у нас, если бы проходил бы в кооперативе. Или если вышку пустить. Ага. Так что, быть может, даже хорошо, что я не прохожу в кооперативе, иначе меня бы
Жопка пригорела от этих приколов. Тем более на стриме. Ладно, вне стрима. Как бы, ну, хрен с ним. Перезашел. А на стриме, ну, это стрёмно. Ты уже настроился на стрим, на, так сказать, на приятную игру. А тут у тебя такие приколы с игрой, ну, такое себе. Звук тормозов, кстати, крутой. Скрипуч, скрипуч. Наши отечественные колодки прямо чувствую. Ну, или не колодки, может быть. Тормозные диски. Да нет, хотя бы, хотя это, наверное, колодки. Нет, там же не колодки, там, наверное, барабаны стоят. Кстати, 30 лайкосов. Спасибо, друзья. Это круто. Ну, вроде как поправили более-менее, но на новой карте Кольский полуостров вообще много вылетов. Если у тебя обычная версия, а у товарища премиум, то тебе выкидывает после каждого выполнения квеста. Надо будет посмотреть, почитать. Надо почитать, посмотреть, что пишет в торрент-магазине по поводу этого. По поводу этого обновления надо зайти будет перед тем, как ехать на Кольский полуостров. Ощущение, что он сейчас развалится. Нет, что-то у него, мне кажется, не так. С подвеской. Мне кажется, она недоработанная. Лайков и 1 диск. У тебя появился личный хейтер. Да, я заметил, Колян. Под каждым стримом один дизлайк есть. Не, было как-то даже 2 дизлайка. Но 1 стабильно. Тут вот то, что вот по центру вот эта рама идет, то, что на ней все держится, это супер стрёмная компоновка. Это прямо неудачная схема. Просто рама, ну какой-то бред. Мне кажется, он даже какой-то, наверное, экспериментальный грузовик, потому что я его не видел ни разу. Ну, вернее, даже на картинках или где-либо еще. Да, все время 1 диск стоит.
всегда находится такой человек, которому что-то не нравится. Наконец-то. Ох. Отлично, спасибо за помощь. 340 опыта и 3800. Найс. Так, и тут нам что-то... О, прикольно. Можно починиться. Блять. Не... Стоп, это что? А, это управление грузом. Так, а где ремонтная мастерская? Позже написано станция обслуживания. Ну ладно, хрен с ним. Потом разберемся. На сегодня, ребятки, все, заканчиваем. Уже 37 минут. Спасибо, что поставили 30 лайков. Слышал мат? Слышал мат. Ну да, я матерился, да. А кто не безгрешный? Всем спасибо, как говорится. Увидимся уже во вторник на продолжение SnowRunner. Не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки или дизлайки, как хотите. Спасибо, Колян, спасибо, ребята, спасибо, Данил. Спасибо за... Давай, Данила, спасибо. Да, спасибо. Пока-пока.